Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом, как я готовлю съедобные кружева на пектине. Конкретно этот рецепт я использую уже 8 лет. Если вам интересно, смотрите дальше. Перемешиваем между собой сухие ингредиенты: фруктоза, кукурузный крахмал и пектин. Пектин можно использовать любой. Если раньше я добавляла яблочный пектин 5 грамм, то сейчас я добавляю НХ-пектин 8 грамм. В отдельной емкости отмеряем горячую воду, добавляем глюкозу, или если вы используете мед или инвертный сироп. Потом эту горячую воду с глюкозой добавляем в сухие ингредиенты, все перемешиваем. Масса не получится однородная, а будет немного такие маленькие комки. Можно эту массу пропустить через сито, но лучше перебить блендером, тогда более однородная получится. Так как эта масса получается прозрачная, то я добавляю белый краситель. Краситель подойдет и гелевый, и порошковый. Всю эту массу надо перебить блендером, потом покрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут, можно даже дольше. По истечению времени добавляем глицерин и окрашиваем массу в нужные нам цвета. Можно поделить и окрасить в разные цвета. Можно готовить без красителей, но масса тогда получится такая, она не белая, не полностью прозрачная, она такая как бы бежевая. Используем силиконовые коврики для кружева. Наношу я силиконовой лопаткой. Надо наносить так, чтобы все самые мелкие узоры были наполнены этой массой. И потом надо сверху пройтись или спатулой, или этой же самой силиконовой лопаткой и снять все лишнее, чтобы кружева в конце получились красивые, без лишней вот этой массы сверху или по бокам. И оставляем кружева сушиться. Я сушу кружева при комнатной температуре примерно 24 часа. Но это зависит от влажности воздуха в помещении. Иногда они сушатся быстро, иногда проходит 24 часа, и они еще остаются довольно влажные. Аккуратно достаем кружева из коврика. Они очень эластичные, мягкие, гибкие. И сейчас вернемся к глицерину. Глицерин удерживает влагу, не дает этой массе высыхать. Если мы не будем добавлять глицерин в кружева, то со временем кружева высохнут, станут твердые, хрупкие и будет ломаться. Поэтому, если вы кружева хотите использовать примерно в течение 2 дней, то глицерин можете не добавлять. Кружева тоже будут мягкие, эластичные, гибкие. Второе. Если вы будете класть кружева на влажный торт. Кружевам не нравится влажность. Они на влажном креме будут вначале становиться мягкие, потом начнут таять. Поэтому, если вы хотите использовать кружева, к примеру, на зеркальной глазури, то, во-первых, вы
в рецепт не добавляете глицерин. И второе, кружева на торт ставите в тот день, когда отдаете торт заказчику. И торт нельзя хранить с кружевами на зеркальной глазури более 5 часов, потому что кружева на зеркальной глазури начнут таять. Из этой массы получается довольно много кружева. И если у вас нету много ковриков, а может только один коврик, то вы нанесли массу на один коврик, у вас, конечно, осталась еще эта масса. Вы чашу покрываете пищевой пленкой или закрываете крышкой плотно и храните при комнатной температуре до того момента, как ваши предыдущие кружева высохли, вы достали их и наносите следующие. Вот видите, эти кружева я готовила без глицерина. Они у меня пролежали примерно месяц, и они уже держат форму, не прогибаются. Конечно, их можно так согинать, они еще не ломаются, полностью они не высохли, но в то же время они не мягкие такие, не эластичные. Изолировать кружева от зеркальной глазури невозможно, так как кружева они с очень мелким узором. Поэтому или не кладите на влажную поверхность, или кладите не на долгое время. 3-5 часа они могут там стоять. Но тогда, конечно, глицерин в эту массу не добавляйте, чтобы масса была более жесткая, более сухая. Но если вы хотите приготовить кружева заранее, чтобы они вам стояли, и когда надо, вы берете, кладете на торт, тогда, конечно, в эту массу надо добавлять глицерин. С глицерином готовые кружева могут храниться очень-очень долго. Обычно они у меня стоят примерно неделю-месяц, но бывает так, что я где-то какие-то кружева забыла, и они простояли год, и с ними вообще ничего не случилось. Они как были эластичные и мягкие, так и остались эластичные, мягкие. Единственное, что поменялось, они немного стали по цвету не такие яркие, как в начале, когда я их приготовила. Кружева можно ставить почти на любой торт с сухой поверхностью. Кружева можно использовать на различных тортах. Они эффектно выглядят, и в то же время их можно использовать, когда что-то надо, например, спрятать, какие-то дефекты на торте. Это очень красивый акцент к любому торту, к пирожным, к куличам. В целом их можно использовать в разных вариантах. Хранить кружева с глицерином, как я уже сказала, можно очень долгое время. Год и даже больше. Конечно, тут надо смотреть срок годности продуктов, которые мы используем. Храним мы их просто на пергаменте или на пищевой пленке. Их не надо плотно закрывать, заворачивать пищевую пленку. Просто, чтобы между слоями, чтобы они стояли кружева на кружева, а между ними ставим или пленку, или просто пергамент. Ставим в какую-нибудь коробочку и храним. Если мы храним кружева без глицерина, тогда надо их завернуть в пищевую пленку, чтобы к ним не поступал воздух и они не высыхали. Это у меня рецепт на пектине, но также есть рецепт на порошке СМС, это тоже есть такой загуститель. Есть рецепты на крахмале, желантине. Рецептов есть очень много для кружева. Постепенно я добавлю рецепты и других видов кружева. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, чтобы не пропустить новые рецепты, идеи. Всем пока!